Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, стоит ли мириться с вашей женщиной. Настройтесь на женщину, на расклад. Для энергообмена поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, смотрим, какая сейчас у вас ситуация, в каких энергиях вы находитесь. Вот вы сейчас в таком состоянии, хочется сказать, что в душе вы себя похоронили, вот заживо просто. Похоронили любовь, похоронили чувства, всю ту жизнь, которая была раньше, все то, что вы любили. Вот, ну просто человек, который живет, знаете, вот по инерции, у которого нету смысла жизни. Человек, которому женщина, именно женщина, резко и неожиданно причинила дичайшую боль. Человек, с которым вы либо же жили, либо хотели, может быть, жить вместе или там даже брак заключить, да. Женщина, которую вы безумно любили, которая, скорее всего, проигрывается, там появился третий лишний, скорее всего. Далее, то есть у вас такие очень нелицеприятные, конечно, сейчас энергии и настроение не очень-то хорошее. Какая женщина к нам пришла на расклад? Так, женщина пытается закрываться. Ну ничего, мы ее откроем сейчас. Она не хочет, чтобы мы знали о ней много чего. Итак, женщина, которая сейчас, скорее всего, находится на расстоянии от вас. После того, как вы расстались с этой женщиной, а вы, скорее всего, расстались с ней, у вас начался совершенно новый жизненный этап. Но у вас сейчас, либо же, если это более-менее свежий разрыв, вы сейчас вот на этапе залечивания ваших ран находитесь. Сейчас такой вот депрессия, знаете, вот состояние какой-то апатии, когда ничего, никого не хочется. Скорее всего, вы ушли от женщины, не она от вас ушла. Вот что-то такое в вашей жизни произошло, но, скорее всего, вот третий лишний, я смотрю. Так, что еще происходит в вашей жизни? И вообще, посмотрите, второй раз закрывается карта. Вот это да, у женщины может быть даже магическая защита стоять, чтобы ее особо никто не прочитал. Но мы сейчас попробуем. У вас сейчас состояние одиночества, но знаете, вы не отпустили эту женщину. Вот вы думаете о ней, вы вспоминаете. У вас просто в душе и в жизни гололед без нее. Вы знаете, на каком-то подсознательном, может, уровне все равно вы задумываетесь, а вдруг дать ей шанс. А может быть, она бы изменилась, а может быть, простить. Ну вот не исключайте вы эту возможность. Вот если бы случилось чудо, и взять и помириться с ней. Вот вы до сих пор не можете выбросить ее из головы. Вот несмотря на то, что у вас прошло много времени, да, может быть, после разрыва вашего, вы находитесь, ну, в таких разбитых чувствах, что вам не хочется никого нового. Я не вижу у вас сейчас личной жизни как таковой. Я не вижу стабильных отношений. Я не вижу того, что у вас есть какая-то женщина, которая даже вам особо нравится. Нет. Вот вы то ли не хотите обращать внимание на других женщин. Ну, вот знаете, как будто оно вам 300 лет не надо. Вот вы с головой живете прошлым, вот вы погрязли в этих воспоминаниях. Вот бывшее у вас просто не выходит из головы, и вы ничего не можете с собой поделать. Давайте посмотрим, стоит ли мириться вообще с ней. Вот изменится ли что-то в вашей жизни, стоит ли с ней мириться. Знаете, вот если вы помиритесь, вы будете тянуть все на себе. Если вас доили, вас будут точно так же доить. Вы будете точно так же все тянуть, если вы тянули, да, а похоже, что да, вы все в дом, все в семью, да.
Вот вы будете главный поставщик всего, главный финансист, главный спонсор. Вот, да, посмотрите, как четко. Денежки с вас как брали, так и будут брать. То есть, давайте посмотрим, а будут ли, допустим, конфликты. Ну вот не прошла у вас любовь, вот не прошла. Знаете, конфликтов как таковых я не вижу, вот если бы вы помирились. Вот как будто что-то щелкнуло, да, может быть, даже вашей партнерши. Может быть, она тоже одумалась. Хотя злости в ваших отношениях будет хоть отбавляй. Вот периоды какой-то злости, да, все-таки будут. Я не скажу, что это прям супер скандалы, но что-то очень сильно вам будет не нравиться и дальше, если вы помиритесь. О, какая карта у нас выпала. Все-таки, знаете, вот если вы помиритесь, вот эта карта вот кардинально расклад меняет. Вот если вы помиритесь, вам будет снова некомфортно и больно вот в этих отношениях. Так же, как тянули, так и будете тянуть. Будет злость, агрессия. Вот вам захочется просто сбежать снова из этих отношений. Плюс ко всему женщина может даже следить за вами, проверять ваш телефон, ваши соцсети, допустим, контролировать еще как-то за вами. Она будет, ну, такая вот очень непростая в отношениях. Да, посмотрите, у вас снова будет борьба, перетягивание каната, кто прав, кто виноват. Снова у вас будет разбито сердце по какой-то причине, да. То есть и вы снова захотите уйти к новым горизонтам и начать уже новую жизнь. То есть, ну, знаете, судя из этого расклада, я бы не советовала мириться, потому что, ну, особо ничего не изменится. Может быть, она какие-то выводы и сделала временно, да? Но это будет, может быть, вот начальный период, вот если вы сойдетесь, она оденет маску добропорядочности, что она все поняла, там она больше так не будет, да. Потом все пойдет по накатанной так же, как и было. То есть человек, в принципе, я думаю, вам любой психолог об этом скажет, что человек не меняется. Это нужны либо же очень серьезные какие-то веские предпосылки, серьезная какая-то ситуация, когда человек сам захочет измениться и сам будет работать над тем, чтобы меняться. А поменять другого мы никогда в жизни не поменяем. Только сам себя человек может менять. Вот, и на дне колоды, посмотрите, вам снова выпала карта, вам захочется уйти из этих отношений повторно. То стоит ли входить в одну воду, в одну реку дважды? Поэтому хорошенько подумайте, нужны ли вам такие отношения, да. Ну, как говорится, надежда умирает последней, но все-таки хочется какой-то гармонии, стабильности, наверное, да, любому человеку. Хочется, чтобы тебя ценили, любили, уважали, да. Особенно больно, когда ты любишь, стараешься, да, что-то делаешь для партнера, а тебя за это втаптывают в грязь, тебе выносят мозг, а если еще и изменяют, то это вообще удар ниже пояса, да. Поэтому думайте сами, решайте сами, стоит ли возвращаться к такой женщине. Ну, в принципе, я считаю, что, наверное, не стоит. Ну, а вы уже решайте сами. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока!